кот вернулся к людям, которые были добры к нему и готов начать новую жизнь. Как-то вечером Стив и Фрэнсис из Монреаля заметили на своем заднем дворе пожилого кота, который рыскал в поисках еды. Он напомнил им одного из их котят по имени Пруно, поэтому они ласково прозвали полосатого Большим Пруно. Когда они вышли на улицу посмотреть на кота, тот подбежал к ним. Он хотел, чтобы его погладили, и был счастлив получить немного внимания. Подошел к супругам, как только они его позвали, рассказывает Селин Кром. Думая, что их гость может иметь семью, супруги решили выставлять еду и воду на улицу и посматривать за котом. Большой Пруно несколько дней возвращался поесть и поластиться, но потом пропал на следующей неделе. Они искали его на заднем дворе каждый день. Как-то вечером, вынося мусор, они с удивлением обнаружили Большого Пруно копающимся в помойке, и выглядел он не очень. Кот потерял вес и очень ослаб. Увидев супругов, он устало поплелся к ним так, словно был рад их снова видеть. Они подняли его на руки и занесли в дом. Большой Пруно был очень голоден и умял всю еду в один присест. Вскоре стало ясно, что у него никого нет, и ему нужна немедленная медицинская помощь. Супруги, добровольцы от Читон Сарпхеленс Монреаль, доставили его в местный штаб. Ветеринар оценил возраст кота в 9 лет. Тесты показали, что у него гипертиреоз. Вероятно, это и есть причина его изнуренного состояния. Лечение начали сразу же, и с тех пор он чувствует себя хорошо, говорит Селин. Он вернулся назад к Стеф и Фрэнсису под их присмотр и немедленно выкроил себе уютное местечко на их кровати. Он любит других животных и держался дружелюбно со всеми. Большой Пруно все еще котенок в душе. Едва встав на ноги, он уже был готов принимать ласку от своих людей. Его щитовидка нормализовалась, и теперь, с восстановленным здоровьем и крышей над головой, Большой Пруно наслаждается домашней жизнью. Он очень нежный и ласковый. Любит поболтать, рассказать, как прошел день и потребовать обнимашек. Он перекатывается на спину, подставляя животик, и бегает за перьевыми игрушками, как котенок. И хоть у него угрюмое выражение лица, он невероятно дружелюбный и любящий, он всегда хочет быть поближе к людям, ходит по пятам и смотрит, что они делают. Кошачья переноска напугала Большого Пруно, когда он первый раз с ней столкнулся, но сейчас он уверен в себе, проживает каждый день на полную и даже ходит со своими людьми на прогулки. Теперь он – плюшевый медвежонок, который постоянно жаждет, чтобы его погладили. Стеф позвонила мне и сказала, что Большому Пруно хорошо с ними. Его здоровье под контролем, и им бы хотелось быть рядом с ним всю его оставшуюся жизнь. Я расплакалась от счастья, рассказывает Селин. Когда-то Большой Пруно слонялся по улицам и выживал под открытым небом, а теперь обожаем своими людьми, которые его спасли.